И сегодня, друзья, я хотел бы рассказать о своем любимом сорте помидор, который я каждый год сажаю в Осташкове на Селигере, Тверская область. Это практически северная часть, поэтому у нас нередки в середине июня заморозки, и в сентябре уже могут быть морозы, когда лужи покрываются тонким ледком. И вы прекрасно понимаете, что в начале сентября вы уже можете потерять весь свой урожай. Поэтому я вам рекомендую этот сорт, так как он уже проверен на Селигере. Знаменитый сорт для открытого грунта, скороспелый, низкорослый, 30-40 сантиметров, куст штамбовый, не требует посынкования и подвязки, плоды красные, удлиненно-овальной формы, массой 70-180 грамм. Используется в свежем виде и для цельноплодного консервирования. Достоинство сорта – это раннеспелость, урожайность, штамбовый тип куста, в рассаде не вытягивается, высокое качество, оригинальная форма, универсальное использование плодов. Сорт прошел акклиматизацию в западносибирском регионе. Для получения обильных урожаев рекомендуется производить своевременные подкормки и полив растений. Вот такой, друзья, замечательный сорт. Вы посмотрите, какие крупные плоды можно вырастить в открытом грунте на севере Селигера. Вот, друзья, великолепно! Вы гляньте, сколько цветов! Какой зеленый куст! Это редкость. Вот такой вот знаменитый сорт Боец-Буян, который я использую на Селигере. Поглядите, я все-таки его подвязываю немножко. Вы посмотрите, чтобы ветви куста не опускались вниз. Вот такой знаменитый селигерский сорт, друзья. Вот такое вот великолепие. Да, друзья, на Селигере очень трудно подобрать хорошие сорта помидор. Вот здесь вот, друзья, я сейчас вам показываю тоже хороший сорт. Томат Чио-Чио-сан. А вот здесь вот как раз вот Боец-Буян. Видите, он низкорослый. Вот такой великолепный сорт. Гляньте. А вот так выглядят внизу помидоры томата Боец-Буян вместе с томатом сумасшедшие вишни Барри. Смотрите, какое отличное консервирование. Заготовочка на зиму. И вы зимой откроете вот такие вот баночки и достанете из русской печки вареную картошечку в мундире. На улице гуляет ветер, селигерские морозы сковывают лед, а вы будете вспоминать лето. Консервирую помидоры я с морковной ботвой. Практически ничего не надо класть. Вот такое вот великолепие. Томат Боец-Буян, который не требует посынкования, за которым не нужно ухаживать. Этот томат для ленивых, для тех, кто любит отдыхать, ходить ловить рыбу, а потом прийти с рыбалки и сорвать вот такие вот великолепные плоды. Вы поглядите, друзья, какие они крупные. Так как у нас все-таки северная часть, то не все плоды могут дозреть на кусту. Могут дозреть только те, где подвязана веревочка. Видите, эти плоды я оставляю на семена, а все остальные я срываю зелеными, и после они дозревают.
чтобы куст дальше давал плоды, чтобы больше цвел. Поэтому я срываю зелеными, и они дозревают у меня в ящике. Да, я вам скажу, что плоды с куста красные гораздо вкуснее. Но, друзья, мне бы хотелось получить как можно больше урожая с каждого куста, потому что плоды до 180 грамм, и они сочные, они сладкие. Все мы прекрасно знаем, чем крупнее плод, тем больше в нем сахара, тем он вкуснее, тем он сочнее. Но не все крупноплодные плоды вызревают в северной части, так как я проживаю на Селигере, и он все-таки ближе к Ленинграду и к северу, чем к югу. Вот такие вот замечательные помидоры. Вы посмотрите, сорт «Боец-Буян», который не требует посынкования. 2 помидорина только помещается в ладошку. Вы поглядите, собираешь и радуешься, потому что от этих помидор корзиночка мгновенно наполняется. Они крупные. Вот такое вот селигерское великолепие. Томат сорт «Боец-Буян». Вам не нужно покупать будут семена. Вы всегда сможете из этих помидор сделать свои. Вот чем прекрасен сорт. И все мы прекрасно знаем, что сортовые помидоры гораздо вкуснее, чем гибриды. Да, гибриды устойчивы к болезням. Да, гибриды дают больший урожай, но это гибрид. И кто знает, с чем он скрещен? Наши селекционеры могут выдумать все, что угодно. И не забывайте, что многие гибриды – это ГМО. Так что, друзья, лучше будем выращивать сорта, чем ГМО. Вот так вот. Томат сорт «Боец-Буян», который не требует посынкования и дает прекрасный вот такой вот результат. Да, друзья? Но, видите, рядом с левой стороны был томат «Челнок», который тоже я люблю сажать. И он болеет. А вот, между прочим, сорт «Боец-Буян» практически не болеет. Я вот рядом их посадил, и практически ни одного помидора, вот такого, как на челноке, я на томате сорт «Боец-Буян» не видел. Вот вам разница. Челнок, конечно, может быть, даст больший результат. Томаты 50-70 грамм, вы понимаете, а здесь 70-180. А вот у нас сумасшедшие вишни Барри, которые цветут как цветы. Вот так вот, друзья. Все рядышком, посмотрите, мульчирование. Обязательно кладем траву, потому что лето было жаркое, и чтобы влага сохранялась в земле, я кладу сухую траву. Чио-чио-сан, розовый, вы поглядите, очень отличный томат. Тоже томаты не крупные, сливовидной формы, где-то около 70 грамм, но очень вкусные. Не зря их назвали как конфеты. И это тоже, друзья, сорт. Чио-чио-сан – это сорт, и вы можете сделать свои семена. Я сажаю только сорта. Вот он, Чио-чио-сан. Посмотрите. Вот такая вот прелесть, друзья, растет на Селигере. Вот такие вот великолепные помидоры, которые будут вас радовать не только летом в салате, но и зимой в консервировании. Чио-чио-сан розовый. Поглядите. Вот такая вот прелесть, друзья.
вот такие вот огромные кусты, которые дают большие кисти, и эти кисти, друзья, увешаны помидорами. Что может быть лучше, друзья? Вы посмотрите. Огромные кусты, а рядом там в конце, вон, видите, самый крайний посередине, а вот это боец-буян, который не требует ухода и не требует посынкования. Вы пришли и стали его собирать. Больше, друзья, ничего не нужно. Он сам по себе растет, не требует посынкования, но небольшая подвязочка все-таки нужна. А вот этот куст я не подвязал. Вы посмотрите, какой он раскидистый. Видите, там веревочка? Это подвязана у меня помидорина, из которой я буду делать семена. Самое первое на кусту. Идем осторожненько, видите, и собираем. Что может быть лучше? Вот такие крупные, большие плоды. Вы посмотрите, вот подвязанный какой большой крупный плод. И этот крупный, ну, немного растрескался от жары. И этот крупный, очень вкусные, друзья, очень сочные, с мякотью, очень в салате пригодные и для консервирования отличные. Вот такие вот. А вот это вот больной, видите, друзья? И больной, но не часто встречаются на кусту. Вы сами видите, в основном все помидоры здоровые. Да, друзья, я свои помидоры опрыскиваю, и это мне позволяет сохранить урожай. Кто из нас, друзья, не попадал на дожди, и когда после дождей вы приходите в свой огород, то ужас появляется в ваших глазах. Все ваши помидоры черные, и вы со слезами на глазах выкидываете все ваши помидоры и остаетесь без урожая. Фитофтора на Селигере гуляет так, как захочет. Поэтому Радомилт Голд 4 раза опрыскиваю через 10 дней. Как только появляются первые цветы, и дальше через 10 дней в ясную солнечную погоду я опрыскиваю. Конечно, эти помидоры каждый раз я кладу в отдельный ящик, и я их буду кушать через месяц. Можно, конечно, и через 10 дней, но я, конечно, их мою и кушаю через месяц. Так что вот такие, друзья, дела. Каждый найдет для себя то средство, которое сможет победить фитофтору. Но фитофтора очень серьезная болезнь, так что смотрите с нами. А мы пока собираем сорт томат боец-буян. Вот такое вот великолепие. Низкорослый сорт, который не требует посынкования, который, как говорится, посадил и забыл. Самый лучший сорт томат для ленивых, таких как я, которые не любят, друзья, сидеть в огороде целыми днями, а которые любят ходить на рыбалку, собирать грибы, плавать по Селигеру, отдыхать на пляже и наслаждаться ясными солнечными днями, придя в огород на 10 минут, собрать вот такую великолепную корзинку помидоров, томат, боец-буян и снова уйти плавать по Селигеру. И вот опять, приплыв на катере с Селигера, насладившись великолепным рассветом, когда яркие лучи солнца отражаются в его воде, розовые рассветы, штиль, я снова прихожу в свой огород для того, чтобы посмотреть,
что произошло. А уже практически конец августа. Вы видите, друзья, уже листья немного пожелтевшие, но все равно сам куст зеленый. Вы поглядите, вот такая вот прелесть, друзья. Вот такие крупные помидоры, томат сорт Боец-Буян, они вырастают на Селигере до 70-80 грамм. Вот такое вот великолепие. Да, друзья, в нынешнее время без огорода не проживешь. На Селигере практически нет работы. Закрываются многие заводы, небольшие предприятия. Вот недавно на Селигере закрыли знаменитую хлебопекарню. А вот мои помидоры, которые я выращиваю, вы поглядите. Вот с левой стороны Радомил Голд и те помидоры, которые будут уже можно есть на салат. Они отлежались месяц. Месяц вот я их помою и кушаю каждый день, друзья. Вот такое вот великолепие. Каждый день с помидорами и в яичницу, и салатик, и заготовки. Вот, друзья, еще неделя прошла, уже сентябрь месяц. Кусты лежат от плодов. Вы посмотрите, друзья, красные плоды – это семена, этот плод у меня пойдет на семена, и этот плод пойдет на семена. Вот такое великолепие. Зеленые кусты, вы посмотрите, друзья, вот такая вот прелесть. Это челнок у меня, а вот это Боец-Буян. Вот сравните, посмотрите, друзья, как отличается. Вот смотрите, такая вот прелесть, друзья, вот какая прелесть. 70-180 грамм, сочный плод с мякотью.